Добрый вечер, друзья! И давайте посмотрим с вами на демку игры Chicken Police Into the Hive. Окей. Поехали. Это короткая демка полной игры, которая содержит полностью другой вариант. Let's just stick with the classics. It was a dark and stormy night. Well, it wasn't that stormy, but it was clucking dark for sure. I woke up from a horrible dream among boxes that had my whole life in them. I was ready for the big journey around the wilderness. But a mysterious woman in a hood came to ruin everything. Sound familiar? And she came straight from the hive, fellas, with a case that looked like straight suicide. Did I take it? Cluck, yes, because that's me, the perfect schmuck. Now all I had to do was get Marty, my partner, to back me up. But he strangely refused to pick up the phone. I wonder what could have happened to him. Ну, давайте выясним, что же стало с Марти. What the fluffy, feathery, scaly clucking hell's going on here? Что тут за пушистый, перьёво, чешуйчатый, кудахтающий ад тут происходит, а? Как бы это перевести получше? Тут сложно подобрать какие-то особые слова. Я думаю, такой вариант он подойдет. Hey, buddy, you all right? Эй, чувак, с тобой все в порядке? Слышишь меня, дорогуша? Не так все работает. Не-не-не-не, не так. Yeah, Marty. Hello, Marty. Эй, Марти. Эй, Марти. I've been drinking, right? That I'm drunk? Huh? Знаешь, я что-то выпивал, да? Значит, я пьяный, да? Да? Marty. Hey, partner. Hey, buddy. Oh, goddamn featherhead. Марти. Эй, партнер. Эй, чувак. Чертов переголовый. Tear me apart, Laura. Ты меня просто на части разрываешь, Лаура. Oh, no chance. I've got to get him out of this state somehow. Без шансов. Нужно как-то его из этого состояния вывести. Так, у нас новая цель. Новая улика и новый предмет. Так. My good old Cobbett. He's seen better days. He rattles and clatters, but he won't give up. Remind you of anyone? It's a tidy little neighborhood and a tidy little house with probably tidy little neighbors. Neighbors who don't deserve this shit show. Marty's beloved Vectra ball. Pretty cold of Laura to chuck that out, but it might just be useful. Окей, мы взяли мячик. Возможно, он нам понадобится. Что у нас есть? У нас есть наша пушка. Да, металлическое продолжение моей души. Он холодный, иногда смертельно опасен, но очень точен. Прям как я. Но я ничего в нем особого не вижу. Тут автограф он есть. Что можем? Так,
Это описание о нас. Мартин Макчикен. Курочка. И латинское описание вида. Марти был моим партнером уже около 10 лет. И даже в это время это недостаточно, чтобы он действительно вырос. Он безумный петух, но без него я, возможно, не был бы жив. Он спас мою перьевую задницу, спасал много раз. Долгое время. И даже несмотря на то, что долгое время я чувствовал, как колоссальный вес на моей шее. На сегодня, честно говоря, мне сложно представить, что я смогу работать без него. Он мой большой белый полный перьев уверенность. Марти Макчикен. Что с ним случилось? Так, а как я должен заставить его идти со мной? Как? Хай в этот квартал снаружи от Клоуэля. Он был изначально внутренней частью города, а после акта сегрегации эта зона отделилась. Сегодня насекомых редко можно увидеть в другом месте, кроме как этого улья. Вот этот район также известен как гетто или тараканий город. Так, ладно. Что можем еще сделать? Давай на себя посмотрим. Марти. А, ну это Марти уже стоит, да? Может, поговорим? Со мной, говорит, не будет говорить, пока я его не выведу из этого состояния. Ладно. Но у нас же есть предмет. Не, стрелять в него не надо. Давайте возьмем. Марти, смотри, мячик. Окей. Ай. Эй, ты. Ну, теперь с тобой можно поговорить? А что, ему не помогло? Так, это что у нас здесь? Что, может его также этим приложить еще? Не хочу сейчас это делать. Я думал его также рукояткой пистолета приложить. Нет? А что мы еще можем сделать? Куда укатился этот мячик? Не знаю. Но можно попробовать. Ну, выстрели в лампочку, будет темно. Нет? Не хочет. Так, ну мы получили новый предмет. Фляжку. Марти, смотри, фляжка. Что за... Ты хочешь меня убить? Делай несколько глубоких вдохов, и все будет хорошо. Непереводимая игра слов. Ладно. Ну что, лучше тебе? Ах ты ж везунчик. Ну, пошли. Ну, никогда больше такого не делай. Окей. Ну, пошли уже, может. А если тебя стошнит в моей машине, я тебя ощипаю и приготовлю заживо. Да-да, давай просто убираться отсюда.
О, вот он, мой мальчик. Так, новая локация, карта обновлена. Ну, поехали дальше. Департамент полиции Клоуэля. Так, мы можем выбрать себе нуарный режим. Оригинальное видение создателя для тех, кто потерял всю надежду. Либо есть абсолютно новый цветной режим, потому что все еще осталось немножко надежды. И давайте возьмем себе цветной режим. Может так, более насыщенно, наверное. I'd never seen Marty so dead drunk. It didn't bode well for the evening. I was just about to call the whole thing off, but after a nap in the passenger seat, he woke up, innocent as a day-old chick. Fists, bullets, or booze, this damn cock dodged them all, but Laura hit the only tender spot he has, his overly large heart. We were standing outside the station, waiting for him to compose himself before going in. He avoided my gaze, and I didn't blame him. In over 10 years of working together, I've never seen him let himself get this low. No, there's a first time for everything. Я никогда не видел, чтобы Марти так напивался. Это нехорошее, видимо, начало для вечера. Я как раз собирался позвонить, но как раз после того, как поспал на пассажирском сиденье, он проснулся вот как абсолютно невинным. Проспался, значит, да? Сперва пули или выпивка. Этот чертов петух уклонился от них всех. Но Лаура ударила в одно единственное нежное местечко, которое у него осталось. В его большое сердце. А мы стояли снаружи станции, ждая, пока он соберется, прежде чем мы поправимся. Он избегал моего взгляда, но я его не винил. За 10 лет работы вместе я никогда не видел, чтобы он падал так низко. Но все случается в первый раз. Listen, man, Слушай, чувак, я... Don't get started, Marty, okay? Just take a deep breath and let's get going. Не начинай, Марти, окей? Давай просто глубокий вдох и... Давай. Yeah, right. You just forgot to tell me what we're doing here. Да, а ты забыл сказать мне, что мы здесь делаем. Well, I didn't want to wake you. You were snoring so sweetly in the car. О, я не хотел тебя будить. Ты так храпел сладко в машине. Sorry. Извини. Right now we need paperwork to enter the hive. Прямо сейчас нам нужно немножко поработать с документами, чтобы войти в Улей. Yeah, sure. Да, конечно. Wait, what? Подожди, что? You heard it right, partner. We got some business in Roachtown. Anyway, it'll give Laura a chance to cool off. Да, ты все правильно услышал, партнер. У нас есть кое-какое дело в дорогом городе. В любом случае, давай, это даст Лауре шанс немножко охладить свой пыл. Fucking hell. Can we maybe not talk about that? Куда кто еще? Могли бы просто не говорить на эту тему. Whatever suits you, partner. Ну, как тебе будет угодно, партнер. Listen, do you have an aspirin? My brain is trying to burst out of my skull. Слушай, аспиринчика не найдется? А то мой мозг пытается просто выжечь сквозь мой череп. Nope. But if Monica's here, I'm sure she'll help you. Но если Моника здесь, я уверен, она тебе сможет помочь. Good. She's always there when you need her, huh? Хорошо. Она всегда здесь, когда тебе она нужна, да? Uh-huh. I just hope the old bone chewer won't be in. Ага. Я просто надеюсь, что вот старый жеватель костей не будет здесь. You know the dog that barks doesn't bite. Бладбойл-то? Ну, ты знаешь, собака, которая лает, не кусается. Yeah, right. Just sends you on unpaid leave.
Да, правильно. Просто отправляет тебя в неоплачиваемый отпуск. Новые цели, новая запись в кодексе. Well, well. If it isn't the chicken police in the flesh. Ну и ну. Вся тут полицейская курочка на полиции. Собственным величием. Курочки, которые откладывают золотые яички, да? Moses, Plato, evening, gentlemen. Now get lost. Marty's having a rough night. Моисей, Платон. Добрый вечер, джентльмены. А теперь убирайтесь. У Марти была ужасная ночь. Everything all right, Marty, my boy? You look like you've been swimming in the Times. Or are you just juiced up? Все в порядке, Марти, мальчик мой. Ты выглядишь так, как будто ты плавал сквозь время. Или ты просто выжат до этого. Aw, are you mewling at me, tiny tiger? I'm sorry, it's hard to hear you from up here. О, ты что там на меня мяучишь на меня, а? Наш крошечный тигр. Извини, мне очень сложно тебя услышать сверху отсюда. Tiny what? What did you say? Что? Крошечный кто? Кто ты сказал? Please don't do this, Plato. We're so much better than that. О, пожалуйста, не делай этого, Платон. Мы намного лучше этого. Так. Можем стоять. И пусть все занимаются своими делами. Можем нападать им жару. О, да. I can't believe I'm saying this, but yeah, Moses is right. Не могу поверить, что я это говорю, но да, Моисей прав. Okay. Whatever. Moses, Plato, the later the better. Indeed. Так, познакомились с двумя. О! С тобой мы ничего делать не можем. Так, что у нас на ресепшене? Weird to see the front desk without Monica. Странно видеть регистрацию без Моники. It really is. I don't know if I've seen it empty since she's been working here. Да, действительно. Не знаю, видел ли я, чтобы оно пустовало с того момента, как она здесь работает. Should look into this mystery. Мы должны разгадать эту тайну. Yep, we shouldn't, but we will. Да, нам не следует, но мы определенно ее разгадаем. Yep. Вот больше ничего нет. Фигурка бомжа. Ну, фигура бомжа, да? Здрасте. Who's that guy? What's he Кто этот doing here? парень? He seems lost. Что он здесь делает? Похоже, он потерялся. Well, ask him. Но спроси его. Don't look away, just look at him. Да ни за что. Ты только посмотри на него. Well, maybe he's looking for you, an old friend of yours, a classmate from the Moron Academy. Ну, может быть, он тебя ищет. Может, твой старый друг. Может, одноклассник из той чертовой академии. Ha ha ha. Your sense of humor is getting old and rickety, just like you. Ха, твое чувство юмора уже становится слишком устаревшим. Прям как ты. Because I'm spending more and more time with you, buddy. А все потому, что я трачу все больше и больше времени с тобой, чувак. И чё, я не могу с ним поговорить? This place is starting to look like an asylum. Чувак, это место начинает выглядеть как психбольница. Why? Just because he's scruffy and messy and smelly and has a weird sparkle in his eye doesn't mean he's crazy. Ну, интересно, почему? Просто потому, что он... Скруфи. Грязный, неряшливый, вонючий и какой-то странный блеск в глазах, это еще не означает, что он сумасшедший.
Хотя, yeah, he probably is. имею в виду, что да, возможно, Yeah. действительно сумасшедший. It's been dead for years. Besides, Marty was the only one who drank that garbage. Он уже многие годы не работает. Да, к тому же Марти единственный, кто пил эту ерунду. Так. Уставший коллега. I feel you, brother. You look even worse. Я тебя чувствую, брат. А ты даже хуже выглядишь. Thank you, dear partner. I can always count on you for support. Ну, спасибо тебе, дорогой партнер. Я всегда могу рассчитывать на твою поддержку. Yet you haven't kissed me in weeks. Not even a peck on the cheek. И при этом ты меня даже неделями не целуешь. Даже он в шею не клюнешь. О. Так, There's офисы. nothing there for us. В офисах, говорят, для нас ничего нет. А где есть? Здесь посмотрели, здесь посмотрели. А здесь посмотрели, но Моисей остался. И все, можем посмотреть еще записи. Что у нас? Моисей Wildflower. Тибетская песчаная леса. Вульпес ферилата. Моисей — это настоящая загадка это. Это что, он должен быть пророком, да, когда, даже будучи ребенком, решил свой первый... А, был гением, видимо, да? Свой первый случай в возрасте 12 лет. Но в чем бы не был хорош, не отменяет того факта, что он сноб, и у него очень невыносимый характер. Более того, он и его партнер Плутон всегда... Коветец. В общем, как два из самых наиболее успешных детектива. Ну, явно не в том случае, когда рядом находится курочкой на полиции. Ну и Плата Мануэль Палладиас. Манул. Голосовая кошка. Плат — это ветеран, который по какой-то странной причине сейчас пытается забыть ужасы войны, служа в силах полиции Кловеля. И спросишь меня, он выбрал самое худшее возможное место, чтобы это сделать. Но что я вообще знаю? В любом случае, он партнер, верный партнер Моисея, прикрывающий эту вот лесу, куда бы он ни шел. Так, Улей, полиция. Так, найти аспирин и разрешение, чтобы войти. Значит, все-таки придется с ним поговорить. Ah, the great Moses and Plato. What a pair of clowns, just what we need. Never mind them, Marty. Ever since they solved that case on the Clawville Express, they think the world revolves around them. But this Can't be easy. yeah. А теперь давайте с ними поговорим. Sorry to bother you guys, but have you seen Monica? Извините, что вас беспокою, парни. Но видели ли вы Монику? And can you tell us where we can find her? А может ли вы нам сказать, где мы можем ее найти? Oh, of course. You just have to ask. She went down to the shooting range. Конечно. Тебе просто только спроси. Она спустилась на стрельбище. The shooting range? Monica? Are we talking about the same person? To be honest, I was surprised too. Моника, да на стрельбище мы об одном и том же человеке говорим. Но, честно говоря, я тоже удивлен. Strange. Странно. Quite. Да, действительно. Yeah, thanks anyway, guys. Have a nice standing around and doing nothing. Ну, спасибо вам, в любом случае, парни. Хорошего вам стояния тут и ничего не делания. Так, стрельбище. Ага, где стрельбище? Там? Next time, maybe. Вон он.
Veronica Rosen. A tiny, fragile body housing a rock-hard woman with perfectly polished nails, a sharp beak, and an even sharper mind. She's a real machine, a workaholic, and a mother goose who always does what she has to do. And for us, she sometimes does a little bit extra. She's like an anchor holding a tiny boat in place on a boiling sea. So it genuinely surprises us to find her upset. Something must have happened. Моника Розен. Крошечное хрупкое тело, в котором служит домом, управляет такая вот властная женщина с идеально отполированными ногтями, острым клювом и еще более острым разумом. Она настоящая машина, трудоголик и заботливая мать, которая всегда делает то, что она должна делать. И для нас иногда она делает даже что-то сверх. Она как якорь, который удерживает крошечную лодку в бушующем море. Поэтому громадным сюрпризом для нас найти, что она расстроена. Что-то должно было произойти. Oh my goodness, I'm in love. О, божечки, я влюблен. No, you're not. Pull yourself together. Не-не-не, ты не влюблен. Соберись. What could have happened to her? Что с ней? She's never been down here before. In fact, she's never left the front desk. And the gun? Что с ней произошло? Она никогда сюда не спускалась. И факту она никогда не покидала регистрацию. И пушка? Yeah, but it's none of our business. Да, но это не наше дело. We're detectives, Sonny. Everything's our business. Мы детективы, Санни. Все является нашим делом. Oh, that's quite a catchphrase. Но вот такая вот фраза, да. Yeah, I should have thought of that before, like a whole career before. Да, надо было над этим подумать раньше. Целую карьеру над этим надо было. До того, как становиться детективом, подумай, да? Well, that ship has sailed. It sure has. Моника? Just Моника? Давайте сперва посмотрим. Seems troubled. Похоже, она в беде. Hey, Mon, what's up? It's a little unusual finding you here. Эй, Мон, как дела? Довольно необычно найти тебя здесь. What? Me? Oh, no, it's nothing. I just came down to chill out a little. And it's already better. Кто? Я? Да-да, ничего. Я просто вот пришла сюда, чтобы немножко вот отвести пар и... Да, сейчас уже намного лучше. To chill out a little. То выплеснуть пар? Exactly. Yeah. Chill out. You know. Да, именно. Расслабиться. Ну, понимаешь? Well, if anyone I can understand, I spent half my life down here, but I've never seen you here, Mon. Especially... Ну, если... Кто, но я-то точно могу понять. Я потратил половину своей жизни здесь, но... Я никогда не видел тебя здесь, Моника. Особенно... With a huge clocking gun in your hand. Вместе с гигантским кудахтающим пушкой в руках. Oh, it's nothing really. I've just been under a lot of pressure lately, and I thought I'd give it a try. It felt pretty good, honestly. Да, на самом деле ничего такого. Просто в последнее время очень много стресса. Вот, я думал, что наверное, стоит попробовать пострелять. Да, и вот, оказывается, неплохо, так чувствую после этого. Да. Amen, sister. Аминь, сестра. By the way, you're looking a little ragged, Marty. Did something happen? Кстати, вот ты, кажется, немножко не в себе выглядишь, Марти. Что-то случилось? To me? Oh,
No, nothing. Just, А, я-то? Да не. Просто He's got a clucking hangover, Mon. у него похмелье. Чё-то, ман. Hangover? I thought you never drink. Похмелье? А я думала, что никогда не выпиваешь. well, first time at the range for you, first time at the bottom of the bottle for me. Looks like it's a night of firsts, huh? Но первый раз на стрельбище для тебя, первый раз на дне бутылки для меня. Похоже, это у нас ночь первооткрываний, да? Fair enough. I'm not pushing. Вполне справедливо. Да, ладно, давить не буду. Thanks, Mon. Спасибо, Мон. Anything I can do for you guys? I assume you're not here to just chill out, right? Могу ли я что-нибудь для вас сделать, а, парни? Я предположу, что вы здесь не для того, чтобы расслабиться, да? Sharp as always, Mon. We were looking for you. Остроумная, как всегда, Мон. Да, мы тебя ищем. Well, I'm here. So shoot. Ну, я здесь, так что выкладывайте. О, давай. Головная боль Марти. Do you happen to have an aspirin? Marty's pretty useless right now. Тебе вот случалось иметь аспирин? А то Марти сейчас довольно бесполезен. Yeah, I've got a jazz band in my skull. I think a trumpet solo is playing right now. О, да. А у меня сейчас в голове просто джаз-группа играет. Я думаю, прямо сейчас там соло на саксофоне. I have some in the medical kit at my desk. Come by whenever. У меня аптечка есть. У меня за столом. Можешь вот Oh, забрать. thanks, Mon. Спасибо, ман. Подождите, а можно еще кое-что спросить? По разрешению, чтобы дойти в Хайв, So, в Улей. we need the papers to enter Roachtown, Mon. Furry heavens, boss bird. I knew this day would come, but so soon? Пушистые небеса. Босс, я знал, что день придет, но чтоб так скоро. What day would come? Какой день придет? The day you finally get yourself killed. But why do you have to drag poor Marty into it? He's still so... well, he's not so young anymore, but he's still full of hope. День, когда ты наконец будешь найден мертвым, убитым даже. Но зачем ты решил потащить туда бедного Марти в это? Он, конечно, он еще слишком... Ну, он уже не такой молодой, конечно, но он все еще полон надежды. Thanks, I guess. Полагаю, спасибо. Посчитал он это комплиментом. Sweetheart, we just have a case there, that's all. We can't do it from the outside. Солнышко, у нас дело там есть, вот и все. Мы не можем просто так снаружи Why don't пробраться. you ask that bug friend of yours, Frank? He's helped you out more than once, hasn't he? Почему тебя просто не попросить того вот жучиного друга, Фрэнка? Он помог тебе более чем один раз, не так ли? I think part of this is about him. He might have gotten himself into trouble. Again. Я думаю, отчасти из-за того, это все из него. Он, возможно, вот попал в беду. Опять. And you think you're the ones the poor residents of the hive need? И ты думаешь, что ты тот, в ком нуждаются бедные жители Улья? This is important, Mon. I mean, this time it really is. Это важно. Моника. Я имею в виду, но в это время, в этот раз это действительно важно. Mon? Wild heavens. Okay. But you owe me one. Again. Окей. Но ты мне будешь должен. Опять. You're an angel. Ты прям ангелочек. Oh yeah, I am. I'll add it to the list. Да. Так и есть. Я добавлю это в список. How does it work? Как это работает? I'll give you the permit at the front desk, but you'll need another detective to sign it as a witness, because you can't count on the boss's support. Я дам тебе разрешение на регистрацию, но тебе понадобится подпись другого детектива,
потому что ты не можешь считаться как поддержкой босса. No problem. I got Marty. Но без проблем, у меня есть Марти. No, you're partners, so I need someone from the station who's not Marty, but equal in rank to you. Не. Вы партнеры, поэтому мне нужен кто-то из станции, кто не Марти, но одинакового ранга вместе с тобой. Oh, okay. Что? Maybe Одинаково с тобой Boss ранг. Corelli, the shaggy bone chewer. Окей, может быть Баскарелли? Тот жеватель He костей? had a tough case in the Calavera Hills, some serious cat fight. You know he's got cat allergies, so he's on forced rest. У него был тяжелый случай в холмах Калаверы. Так это серьезная кошачья битва была. Ну, ты знаешь, у него аллергия на кошек, поэтому он на вынужденном отдыхе. Well then, Ну, тогда There is no one left but никого не осталось, кроме Moses. Моисея Plato. и Платона. You're like two eggs, boys, you know that? But yeah, you're right. They're the only ones you can count on right now. Вы прям как два яичка, мальчики. Вы это знаете? Ну да, вы правы. Они действительно единственные, на кого вы можете рассчитывать прямо сейчас. Chicken shit. Thanks anyway, sweetheart. Куриный помет. Но в любом случае спасибо тебе, солнышко. Yeah, no worries. Без проблем. Так, ну все, можем теперь спросить кого-то. Это что, Марти? Someone here has a sophisticated sense of humor. Вот здесь свистички чувство I юмора. think it's pretty apt. Ha ha ha. Wait a minute. It wasn't you, was it? Да, его голову прицепили этой What? цепочке. Me? Don't make fun of yourself, Marty. It's so childish. Yeah, mm-hmm. I'm watching you, old bird. Yeah, leave me alone. I'm watching you. Так, каждая часть тела считается по-различному. Но не стрелять в гражданских. Если наш оппонент нас достигнет, то игра завершена. You can do it. It was a pleasure. Окей, 38 хедшотов. Думаю, нам пойдет для развлечения. Ну, немножко расслабились. О, Моисей. Так вот. Хочу спросить тебя по поводу Улея. А чё у тебя на глазах Hey, крестики? fellas. I heard you guys had some business in the hive recently. Эй, парни, я слышал, у вас, ребят, было какое-то дело в Улье в последнее время. There was a little incident, yes, but nothing too serious. Да, небольшое происшествие случилось, но ничего серьезного. Unfortunately, К We сожалению, went to ease some of the tension there, but it didn't work out that way. What do you mean? ah,
We had the one and only Mick in custody, but he was released a day later for lack of evidence. Мы только вот Мика захватили, но его на день позже отпустили из-за недостатка доказательств. Mick? As in Mongrel Mick. Mick Castle, the head of the Cluck and Golden Fang clan. Since you've let yourself out of the bag, Plato, my dear, Mick has been camping out in the hive lately, because he thinks we couldn't touch him there. Да, и он поэтому Мик основал лагерь в Улье, потому что думал, что мы его там не достанем. He's right about that. Но он прав по этому поводу. Unfortunately, the sly ape is, at the moment. The hive is still off limits, and since we don't have any incriminating evidence against him, he's untouchable. Да, к сожалению. В данный момент Улей вне досягаемости, это у нас нету, может, каких-то вот доказательств против него, он неприкасаем. Paperwork. If you have it, you can get into the hive, right? А документы? Если у вас есть документы, вы можете войти в Улей, да? Wait. Why are you guys so interested in the hive? Так, Are подожди-ка, you ребят. going to... Почему это вы так заинтересованы в Улье? Вы же собираетесь... Innocent curiosity, Moses. Nothing more. Да, просто невинное любопытство, Моисей. Ничего более. Well, interesting. Ну-ну, интересно. We'd better be going. Don't take any wooden nickels, boys. You're welcome. Так, новые записи в кодексе у нас появились. Надо попросить Моисея помощи. Hey, fellas. Glad you're still here. Well. I never heard that from you before, Santino. Make a note, because it won't happen again. What can we do for you, chickens? Oh, it's, just a little favor. Так, вот теперь-то мы можем. У нас появилась новая тема для вопроса. Разрешение. We have a small favor to ask. Мы бы хотели кое-что попросить. That's what I call a surprising turn of events. Вот это я называю невероятный поворот событий. You're telling us. I'm not gonna mince words. We need your signatures for a permit. Нам нужны ваши подписи в качестве разрешения. So you are going to the hive. I Ah, thought так. so. Так вы действительно направляетесь в Улей? Я так и думал. You thought so. Listen, a friend of ours is in trouble. Ты так думал? Слушай, наш друг в беде. What kind of trouble? Что за беда? The life-threatening kind. Ну, угрожающая жизнью. That could be said of almost anyone in the hive. Ну, такое можно сказать практически о любом в Улье. Moses, please. We're both on the same team, right? Моисей, ну пожалуйста, мы с тобой оба в одной и той же команде, а? Fine. But you owe us one. Да, но ты должен будешь. We're used to it. Мы к этому привыкли уже. Those ain't just words, chicks. Once we help you, you help us. No questions asked. Это не просто слова тебе, курочки. Раз мы вам помогли, в следующий раз вы поможете нам. Без всяких вопросов. As Plato says. Но, So, we got a deal? ну, как говорит Платон. Ну что, сделка? Ah, catch it. Okay, Moses, but I'm not gonna shine your shoes. Кошачьи какашки. Окей, Моисей. Но я не собираюсь чистить твои туфли. We'll see. Let me know when you have the paperwork. О, мы это посмотрим еще. Дай нам знать, когда у тебя будут документы. We will. Well, that was easy. Too easy. We'll regret this, believe me. They're gonna ask for something humiliating, right? Well, those two are competitive. They're not unprofessional. But they could put us in danger. Beyond what we already face? Exactly. Well, what's new? Our lives are a constant, needless, risk-taking roller coaster for which we get nothing but a series of scars and nightmares. Right.
Окей. Говорят, что то, что мы теперь должны будут, нам ничем хорошим не обернется. Так вот, My аспирин. head's still splitting. Just take this. Thanks, Mon. You'll be all right in a minute, you big chicken. Yeah, I hope so. Because right now I've got a feeling this is gonna be my last night. Hey, no cryptic prophecies, Marty. You're proved right too many times. Yeah, okay. Here, just get Moses and Plato to sign it and you're done. We can jive with this anywhere in the hive, hmm? Jive in the hive. Мы с этой бумагой можем в любое место Улья добраться. It's just a piece of paper, Marty. It'll be useful once you've set the hive on fire and you need proof you had permission to be there in the first place. Это просто кусок бумаги, Марти. Она будет полезна, чтобы ты смог туда как бы добраться в Улей, но тебе понадобится доказательство, у тебя есть разрешение. Нужно будет доказать, что у тебя есть разрешение быть здесь Nice. первый раз. But the hive has its own life, its own rules. Its residents won't be impressed that you have a piece of paper issued by the Clawville PD. In fact, I wouldn't wave it in public if I were you. Но Ули живет своей собственной жизнью, у него свои правила. Его граждане не будут впечатлены тем, что у тебя есть кусок бумаги, выданной полицией Клоувеля. На самом деле, я бы не размахивала этой бумажкой на публике, если бы я была вами. Understandable. Понимаем. Thanks again, sweetheart. You saved us, as always. Спасибо еще раз, солнышко. Ты спасла нас, как всегда. Come on, it's my job. Да ладно, это моя работа. Well, no, but I'm happy to do it for you. Но на самом деле нет, но я счастлива для вас это делать. You make my heart melt. От тебя мое сердце просто плавится. Let's go before we have to call an ambulance. Давайте пойдем, прежде чем нам... Take care of each other, boys. Так, теперь надо подписать. Достаем бумаги. А где мой партнер? Нет. Ладно. Here you go, fellas. One scribble from you is enough, Moses, but you can sign it too, Plato. I'll pass. Let's see. Done. It was a pleasure. See ya, boys. Sonny, Huh? Yeah? we'll be keeping an eye on you. And don't forget, you're in our debt. Саня, мы следим за тобой. И не забудь, ты наш должник. Yeah, okay. Anything else? Да, окей. Что-нибудь еще? Nothing. Right now. Прям сейчас нет. Well, bye, fellas. Но пока, ребят. Okay, so what exactly are we talking about? I get that we're snooping around the hive, but what about Frank? And where does Mick come into it? Окей, так о чем мы там говорили? Я думал, мы собираемся проникнуть в Улей. Но что насчет Фрэнка? И как там Мик попал? Just relax. We'll go up to my place and I'll show you. Расслабься, сейчас доедем до моего места, и я тебе все That's покажу. what she said. Ну, как она и сказала. Stop clucking around. This is big. You're about to see how big. That's what she said. Never mind. Ah, moron. Okay, but all joking aside, I'm getting tired of being the last to know what case we're working on. Да, он пытался пошутить, что дело это на самом деле штука, на самом деле большое. Говорит, да, она так и говорила. Ладно, без шуток. Я уже устал быть последним, кто узнает, что за дело, на котором мы работаем. Well, someone's got to be last, right? Don't be a jerk, Sonny. All right. But you know, an hour ago, you weren't in any state for details. I know, but are you gonna keep bringing that up? I hope that was a rhetorical question. Kinda. Okay. Speaking of things left unsaid, what's the deal with Laura? She dumped you because you got drunk?
You got drunk because she dumped you? You know what, Sonny? You're totally right. Let's just keep our little secrets to ourselves. Suits me. Sometimes I feel like I have a boil in my brain named Sonny, bursting with macho pride, smothered emotions, and dangerous secrets. Because you read too much chicken shit. Yeah, right. The distant light. Inviting for the locals, I'm sure, but it makes my comb crawl just to look at that collapsing neon sign. Could this be the last light we'll see? Or the light at the end of the tunnel? Still, there's nothing we can do. The trail drew us here like insects drawn to the flame. We have to find out who's running this place and what she has to do with the disappearance of the bodies. Да, это место привлекаемо местными, я уверен, но как бы это получше привести. Да. Заставляет мой гребень просто сползать. Просто когда я гляжу на эту неоновую вывеску. Может ли это быть последний свет, который мы увидим? Или это свет в конце туннеля? И все же, поскольку мы ничего не можем сделать, след, тропа привела нас сюда, где, как насекомых, притянутых огоньком пламени. Мы должны выяснить, кто управляет этим местом и какое отношение она имеет к исчезновению тел. Oh shit, I didn't bring Bertha. We might need her here. Чё-то я не принес Берту. Нам она здесь понадобится. Your shotgun would only cause more trouble, believe me. This is not the hive it used to be, pal. Things have changed. Твой дробовик принесет только больше проблем, поверь мне. В общем, вещи меняются. Clucking hell. I feel like everyone's staring at us. Чёрт бери, я чувствую, будто все на нас смотрят. Well, they probably are. You remember the rules, right? Но, возможно, все это нас смотрят. Ты же помнишь правила, да? Yeah, I remember. No looking up, no looking down, no looking anywhere. We should have come with paper bags on our heads. Да, я помню. Вверх не смотри, вниз не смотри, никуда не смотри. Мы просто вот с бумажными пакетами на головах. If we're lucky, we won't be here long. But we need to talk to whoever's pulling the strings. Если нам повезет, мы недолго здесь задержимся, но мы должны узнать, кто тут дергает за струны. The strings. За ниточки. I mean, the Spider Queen. Ah, we're so gonna die. Let's hope not. So what happens now? I guess we need to ask the locals where to find her. Полагаю, нам нужно спросить у местных, где мы можем ее найти. Ah, great plan. Go ahead, take the glory. Отличный план. Надежный, как... Иди вперед, давай. Заполучи You're not славу. much help today, Big Bird. Вот ты как-то не сильно помогаешь. Большая пташка. But I am amazing company. Но я замечательная компания. Sure. Ну, конечно. Так. А мы еще можем помимо сюда. Полиция, гнездо Марти. Ну, только сюда и можем. Ладно. Так, товарищ у дверей стоит. И жужжащая леди. А там Улей. What is that stuff the insects use to hold their buildings together? Что это за шняга, которую используют насекомые, чтобы удерживать здание от разрушения? I'm sure there's a scientific name for it, but on the street, it's just called the goo. It's flexible, yet almost unbreakable. It's used to hold buildings together when they're falling apart.
Я уверен, что есть у этого научного названия, но на улицах его просто называют вот слизь. Она тягучая и почти нерушимая. Да, она используется, чтобы удерживать здания вместе, когда они начинают разваливаться. Some buildings are built entirely of that stuff. А некоторые здания целиком из этого вещи состоят. Very rarely. It's an extremely difficult and valuable material to produce. Да, очень редко. Это очень сложный и ценный материал для производства. They say that under the jungles of Torogo, whole cities are made of it. А говорят, что под джунглями Тарога целые города сделаны из этой слизи. It's just a legend, Marty. Don't believe everything you read in your magazines. Да, это всего лишь легенда, Марти. Не верь всему, что ты прочитал в журналах. Hey, big guy. Эй, здоровяк. Yeah? А? Tell me, what's your name? Скажи мне, как тебя зовут? Hank. Hank Hardshell. Хэнк, Халк. Твердая раковина. Are you an athlete, Hank? Ты атлет, Хэнк? What? Что? Well, that's a vector ball bat in your hand. Ну, в твоих руках бита Вектора. All that? What about it? А, да? И что насчет нее? If you're not playing Vector Ball, you shouldn't be waving that around. And we need to confiscate it. Ну, если ты не играешь в Векторбол, то тебе не следует размахивать ей. А нам нужно ее конфисковать. As my learned colleague says. Как сказал мой образованный коллега. Did we say something funny? Что, мы что-то забавное разве сказали? Aye, that's a good one. Really. Да, это была хорошая шутка, Now действительно. listen here, you slimy. Так, слушай сюда, ты... Слизняковый. Take it easy. Let's start from the beginning. Да, We haven't расслабься. introduced ourselves. Do you know who we are? Давай начнем с самого начала. Мы же даже не представились. Ты знаешь, кто мы? Chickens? Чё? Курочки? Yeah, but Или that's not петушки? what I mean. Да, но это не совсем то, что я имею в виду. Coppers, right? Так вы полицаи, да? Chicken coppers. Ну, петушки-полицаи. I'm good at this. I like guessing games. О, а я в этом хорош. Да, мне нравятся такие игры на угадывание. Can you also guess what happens if you don't give us that bat? А можешь ли ты также отгадать, что произойдет, если ты не отдашь нам эту биту? I guess it stays with me. Но, полагаю, она останется со мной. The law is the law, big boy. I don't make the rules. But if you don't give us the bat, we have to take you in. Закон есть закон, здоровяк. Не я делаю правила, но если ты не отдашь нам биту, мы возьмем тебя в... Okay. So listen here, chicken coppers. This is the hive, in case you didn't notice. You don't have anywhere to drag me. There's no PD here. Or are we going to drive all the way to the centre of town so you can stick me in a cell and hunch over paperwork till dawn for a wee bat? I didn't think so. Окей, а теперь слушай сюда. Петушкины полицеи. Это Улей, на случай, если вы вдруг не заметили. Вам некуда меня перетащить. Здесь нет полиции. Даже если прийти весь путь к центру города, так что вы сможете забить меня в клетку и записать всю эту бумажную работу до заката. Ради чертовой биты? Не, я так не думаю. What? How dare you? Что? Да как ты посмел? Okay, big boy. Fair enough. Окей, здоровяк. Справедливо, да. Take this as a warning. Прими это как в качестве предупреждения. Oops. I just shit my pants, cluckers. Ой, кажется, я в штанишки накакал. Петушочки. Watch it. Следи за словами. Хэнк. Дай пройти. Okay, so what do we have to do to get in? Итак, что нам нужно сделать, чтобы войти? Just ask me nicely and hand me your weapons. That's all.
Ну, просто мило меня попросить и дать мне ваше оружие, вот и все. What? Over my dead feathery body, pal. Что? Тогда только через мой труп. Well, I can help you with that. Ну, с этим я тебе могу помочь. We're police officers. We can't hand over our weapons to you. It's the other way around. Мы полицейские офицеры, мы не можем дать тебе наше оружие. Какой-то другой должен быть способ. And I'm a doorman. I can't let anybody in with a gun. Boom. We're at stalemate. What's next? А я вышибала. Я не могу никому проникнуть внутрь с пушкой. Бум! Что дальше? You gonna let him talk to us like that? Ты просто позволишь ему разговаривать с нами таким образом? What do you suggest, Marty? А, ты что предлагаешь делать, Марти? Oh, you don't wanna know. А, ты не хочешь знать. We'll be back soon, pal. А мы скоро Good вернемся. for me, I guess. Полагаю, для меня это хорошо. Бызь. Пока не можем тебя спросить, но ты явно здесь не просто так стоишь. Hello, miss. Здравствуйте, мисс. Yes? Can I help you? Могу ли я вам помочь? We hope so. Can we get some directions? Да, надеемся. Можешь нам подсказать, куда идти? Well, okay. What would you like to know? But quickly, please. I'm expecting someone. Да, что бы вы хотели знать? Но только побыстрее, пожалуйста, я тут кое-кого ожидаю. We'll be quick, miss. We promise. Мы будем быстрыми, мисс. Мы обещаем. Kala. My name is Kala. Меня зовут Кала. Miss Kala. What an exceptional name. So we're actually looking for the local, I mean, you know. We're looking for the Spider Queen, Miss Zenada. Мы ищем паучью королеву, мисс Зинаиду. Oh. Оу. Oh? Оу. Well, Well, you mean you really don't know? То есть вы хотите сказать, что вы не знаете? We don't know if you don't tell us what we might not know. Мы не знаем, знаем ли мы, если ты нам не скажешь то, что бы мы должны были знать. This is all hers. Это все принадлежит ей. you mean the joint? Ты имеешь в виду весь перекресток? The joint. And the street. And the precinct. And everything. Перекресток, ха, и улица, и район, и вообще все. Sounds pretty serious. It is. You have no idea how much. Good to know. So, can you tell us where we can find her? Так ты можешь нам сказать, где мы можем ее найти? You can find out everything in here, in the distant light. That's all I can say. Although if I were you, I would avoid the place. In fact, the entire hive for that matter. Please don't bother me any further. Farewell, gentlemen. Ты можешь найти все здесь, вот, в дальнем свете. Это все, что я могу сказать. Хотя, если бы я была вами, я бы избегала этого места. По факту, я бы избегала целого улья. И, пожалуйста, больше меня не беспокойтесь. Не беспокойте. Всего хорошего, джентльмены. I'm sorry, did we say something wrong? Извини, неужели мы сказали что-то не то? Goodbye, gentlemen. Пока, джентльмены. Oh, yeah, we understand. Goodbye. Гудбай это гудбай, но мы с тобой еще поговорим. По поводу Хэнка. Look, we really don't want to bother you. Слушай, мы на самом деле не очень хотим... Мы не хотим тебя беспокоить, So why но... are you bothering me? Но почему вы меня беспокоите? That slimy mountain of a guy at the door with a big bat in his hand. А там вот... Слизняк большой у двери, с большой битой в руке. Oh, him? Mm-hmm, yes, so what about him? А, он? Да. Так что там насчет него? Well, it's a bit difficult talking to him. It's like trying to have a conversation with a bowl of jelly. But you two seem to know each other. Ну, с ним очень сложно говорить. Как будто ты пытаешься разговаривать с миской желе. Но, похоже, вы двое друг друга знаете. Him and me? What makes you think that?
Он и я? Что заставило тебя так подумать? Well, it's just an assumption. You know, we're detectives. Ну, это было просто предположение. Ну, ты понимаешь, мы же детективы. Yes, that makes sense, I guess. А, да, в этом и есть какой-то смысл, полагаю. So, do you know him? И ну, так ты его знаешь? Well, it's an exaggeration to say I know him, but, well, he's Hank. Ну, будет преувеличением сказать, что я его знаю, но да, он Хэнк. Yeah, Hank. He's a very handsome fellow for a pretty lady like you. Да, Хэнк, он весьма симпатичный парень для такой симпатичной леди, как вы. Pretty lady. Did he say that? Симпатичная леди? Это он сказал? Oh, yeah, he did. О, да, он сказал. That huge masculine body seems to hide a sensitive heart, and above all, a shy boy. Да, это огромное, полное мышц тело, похоже, скрывает чувствительное сердце и, кроме того, стеснительного мальчика. Really? Oh, hush my heart. Серьезно? О, сердце, стучи потише. So, we thought we'd help him out a little to make the first move. Поэтому мы вот подумали, мы сможем ему немножко помочь сделать первый шаг. Can you? Неужели? Would you like to talk to him in private? Ты бы хотела с ним наедине поговорить? Is it that obvious? Неужели это так очевидно? We're just humble detectives, ma'am. Мы просто скромные детективы, мадам. Well, if you could put in a word for me. Но если вы за меня словечко замолвите, We could try. мы могли бы попытаться. Thank you. Thank you, detectives. Oh, it's nothing, miss. Our pleasure. Хэнк, привет. По поводу кавы. Hey, mushface. You again? What now? We were just talking to Miss Calla when, Miss, Gala? Hmm? yeah, the young lady. We couldn't help but notice that you're eyeing each other. Ooh, me? Don't make me laugh, chickens. Ah, don't be shy, buddy. She's quite a lovely lady. Aye, she is. I mean, I suppose she is. We've, never spoken. What? Why, that's terrible. It really is. Something must be done about it. By all means. You think so? Of course. The air is throbbing with chemistry. Don't overdo it. Не перестарайся, говорит. Listen, Hank, old bud. You need to strike while the iron's hot. Who knows if you'll get another chance? Слушай, Хэнк, товарищ, тебе нужно ковать железо, пока горячо. Кто знает, когда у тебя появится другой шанс. Well, I don't know. Maybe. Maybe you're right. Of course we are. Okay. I'll try to speak to her. Whew. You can do it, Hanky boy. You can do it. That's the spirit. Get on it, you stud. I like it when things go well. You mean when we manipulate invertebrates? I just like to look at the bright side of things. Well, be happy in your little world of pink. At least mine has colors. So, are you ready? Or should I say, are you chicken enough? Ну, ты готов? Или стоит мне сказать, что ты достаточно ли ты курочка? Well, my head is still pounding, I'm nauseous, and I feel like this place is gonna kill us. Ну, моя голова все еще болит. Меня тошнит. Я чувствую, что это место собирается нас убить. Now that you put it that way. Ну, еще сказал, ты таким образом все Come сказал. on, old bird. It'll be fun. Maybe the adventure of a lifetime. And besides, you started the whole thing, didn't you? Да ладно тебе, старая пташка. Это будет все забавно. Может быть, приключение на всю жизнь. Да и кроме того, ты же все это начал, да? True enough. Okay, Marty. Let's clock and do this. The distant light. We've entered another world.
run down, alien, yet strangely buzzing with life. Everything's different here. The smells, the sounds, the colors. As if the walls themselves were alive. I felt like a stranger, and yet it felt like home. There was something comforting about the place, even though I knew that the deeper we went into the hive, the harder it would be to get out. Was there poison in the air? Some intoxicating aroma that lured unsuspecting victims into its web? Well, it's time to find out. Да, дальний свет. Как будто мы вошли в другой мир. Разрушенный весь. Там инопланетный, даже ведь тем не менее странно жужжащей жизнью. Все здесь отличалось. Запахи, звуки, цвета. Как будто стены сами по себе были живыми. Я чувствую себя как бы чужим. И кроме того, я чувствую себя будто я дома. Что-то очень странное, успокаивающее было в этом месте. Даже хотя я и знал, что чем глубже мы погружаемся в улей, тем сложнее будет выбраться оттуда. Был ли это какой-то яд в воздухе, какой-то отравляющий аромат, который заманивает неподозревающихся жертв в паутину. Но пришло время разобраться. It stinks in here. Clocking hell, Marty. Pipe down, would ya? Can't you smell it? There's something in the air. Тут Honey воняет. and poison. Неужели ты не чувствуешь? Что-то в воздухе. Мед и яд. Just try to be quiet, okay? We're strangers here. Okay, I'm not a complete moron. I know when to keep my head down. You do? Yeah, I do. Sometimes. Right. Но на этом моменте давайте завершим просмотр демо-версии. И это у нас полиция петушков в Улей. Большое спасибо за просмотр и увидимся. This whole madness started with this petty little affair. Petty to the one who reads it in the paper. Less petty to the one who's getting shot. Clawville, the city of opportunity, the city of dreams, a bastion of tolerance and equality, a genuine shithole. You know, truth is a weird dame. No matter how loyal you are to her, she'll cheat on you in the end. The question is, are you gonna stay by her side? And if you do, what price are you willing to pay?